Здравствуйте, друзья! Я Игорь Шнуренко. Находимся мы сейчас в самом центре Европы, в сердце Белоруссии. Место называется Марьина Горка. Очень рекомендую запомнить. Вот. И говорим мы сегодня с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это инженер, изобретатель, предприниматель. Вот тут, кстати, книжка «Инженер», которую как раз Анатолий Эдуардович написал. И мы встречаемся после конференции, которая здесь прошла в Марьиной Горке. Она называлась «Безракетная индустриализация ближнего космоса. Проблемы, идеи, проекты». Вот. Но темой нашей беседы будет альтернатива цифровизации, которую как раз выдвигает Анатолий Эдуардович. То есть я бы назвал вашей идеей такой перезагрузкой по Юницкому. Мы знаем перезагрузку по Швабу, то есть это, как мы знаем, да, это цифровой концлагерь, всех нас обратят в рабов, и будем там, сказать, если они добьются своего, то переселят нас куда-нибудь на Марс, где мы будем вкалывать на этих шахтах, на Илона Маска, кушать какую-нибудь субстанцию неприятную не из мяса, там, из червей, из каких-нибудь, да. Но вот перезагрузка по Юницкому. То есть начнем с того, как вы вообще к этому пришли, к пониманию того, что мир движется куда-то не туда, что, в общем, нужна какая-то перезагрузка. Может быть, несколько слов о себе. Мы, конечно, поговорим о вашем творческом пути еще в процессе разговора, вот, но как бы для начала, может быть, можно представиться. Ну, я задумался об этих проблемах давно, можно сказать, в детстве. Это получалось случайно, по большому счету. Я с детства увлекался ракетостроением, с 5-6 лет строил ракеты. Не было материала, так спора какого-то. Это после войны там можно было найти его полно в Беларуси. Потом, когда переехали в Казахстан, поближе к Байконуру, я уже там 8-9 класс, уже строил трехступенчатые ракеты, изобрел свой порох. Как узнал, он оказался одним из дымных вариантов дымного пороха. Ракеты уже были трехступенчатые, и в последней ступени мышка, я садил мышку как космонавт, и она на парашюте спускалась с 2-километровой высоты. То есть я сильно этим увлекался, мечтал о космосе, о будущем, любил фантастику. И вот однажды мы с сестрой были в летнем кинотеатре и смотрели фильм. А экран был в сторону Байконура. А от Байконура до Байконура, от Джасказгана, где-то около 300 километров. Шел Фантомас, не помню. Это был, наверное, 64-й год или 63-й, уже даже не помню. И вот смотрю, мимо экрана, уже стемнело, полетела звездочка. Я понял, что полетела ракета, что-то запустили в космос. Космонавты, не мышку, конечно, что-то более серьезное. Думаю, ладно, завтра узнаем, потому что до этого не сообщали. А вдруг там неудачно что-то будет. Закончился фильм, мы вышли из кинотеатра, и вдруг пошел ливень, и мы шли из кинотеатра по колено в воде. Это было совершенно неожиданно. Я даже боялся, что сестра младше меня, она утонет, я держал ее за руку. А там вообще-то ничто не предвещало этого ливня, там полупустыня, там дожди идут редко. И я задумался, я был где-то в 8 классе. А нет ли связи между запуском ракеты и в то, что через час-полтора пошел ливень в 300 километрах? Я был, еще раз говорю, школьником. Я был любознательным. Я стал думать, стал искать что-то там, в литературе и так далее. Но потом уже разобрался, это было, конечно, попозже, и понял, да, это виновата была ракета. Это страшная вещь, на самом деле, ракета, да? Она ужасно экологически вредна. То, что она безумно дорого, это понятно. Дело в том, что один старт ракеты тяжелый делает дыру в озоновом слое размером с Францию. Уничтожает до 10 миллионов тонн озона. Я
как-то подсчитал, какой ущерб наносит один старт ракеты, только вот за счет разрушения озонового слоя. И вот если его восстановить, ну, теми методами, которые у нас есть, ну, технологическими, то на это надо потратить 10 миллиардов долларов. Вот ущерб, не польза, а ущерб от запуска одной ракеты. Поэтому они должны платить налог экологический. Да, но мы же знаем, что и Илон Маск запускает много спутников, да, и будет запускать там по плану вообще тысячи спутников. 40 тысяч. И 40 тысяч спутников. Вот это вот OneWeb консорциум, который тоже там несколько тысяч спутников собирается запустить. В России планы там тоже 5 или 6 тысяч спутников. То есть каждый запуск нескольких спутников – это уже дыра. И они нам говорят о зеленой экономике, о каких-то там, об охране природы, и при этом они действительно протыкают там, конечно, небо. Спутники маленькие, да? Но ракеты-то большие, берет, одна ракета... Нет, до 100 спутников, поэтому там 100 раз там... Есть и маленькие ракеты, я знаю, которые... Нет, они большими выводят много спутников, да? Это сейчас тогда. Да, нет, я про современность говорю, и тоже Илон Маск. Ну, где-то я почитал, что они около 1000 запусков фальконов должны сделать, ну, чтобы эти вывести спутники. Известно, это еще вот, анализ был сделан лет 50 назад, когда они шаттлы запускали, американцы, что 100 частых запусков тяжелых ракет-носителей, типа Фалькона, 100, ну, допустим, в течение года, полностью уничтожит озоновый слой. Полностью. Дело в том, что озон, он очень активен, это О3, да? И хотя его в атмосфере очень мало, 1 миллиардная часть всего лишь. То есть, в принципе, его не очень много, да? Если он же высоко, где разрежение большое, если его привести вот к атмосферному давлению, ну, допустим, если бы он внизу был, этот озоновый слой, то вот толщина была всего 3 миллиметра при атмосферном давлении. То есть его очень мало. Но он задержит около 4% солнечного излучения. И именно там задержится ультрафиолет, который убивал раньше жизнь на Земле, и она могла быть только, ну, простейшей в океане. И когда стал появляться кислород в атмосфере, ну, там сине-зеленые водоросли, ну, эти простейшие там микроорганизмы появились, которые стали выделять как отход своей жизнедеятельности кислород. Он стал появляться в атмосфере, стал подниматься вверх, и под действием ультрафиолета стал разлагаться вот на озон, на О3, и стал задерживать все больше и больше ультрафиолета. И тогда жизнь стала развиваться, и стало все больше и больше кислорода, пока вот не наступил баланс. И тогда жизнь могла выйти из моря на сушу. Без озонового слоя она там была в океане, и там наверняка были бы до сих пор простейшие. Да? Так вот, я тоже посчитал, что когда вот запуск тяжелого ракеты-носителя и дыра с размером с Францию, то мощность солнечного излучения, которая до этого задерживалась в озоновом слое, которая пошла вниз до поверхности Земли, составляет 50 миллиардов киловатт. Мощность всех электростанций мира 2 миллиарда киловатт. Потом понятно, когда такая энергия пошла к поверхности Земли, то там что-то происходит. Где-то нагревается, что-то стало испаряться, подул ветер, и вот пошел дождь. Ну, даже понятно, что еще Чижевский писал о том, что о связи между космическими явлениями и социальными всякими катаклизмами, революциями. Но он писал, конечно, о солнечных пятнах прежде всего, но не только. То есть он имел в виду вообще влияние как бы оттуда, сверху, из космоса, на события на Земле. И вот, пожалуйста, один из примеров. То есть тоже. Ну, а вот цифровизация и прочее, я, естественно, тогда не думал. Тогда этого и не было. Хотя в те времена уже появились компьютеры. Потом попозже якобы американцы полетели на Луну, я не верю, что они летали, но тем не менее. Могу сказать, что, например, мощность компьютера ВВМ, которые обслуживали эту космическую программу, они, современный калькулятор мощнее по возможностям, чем те ЭВМ. Поэтому все цифровизация, это искусственный интеллект, это примитивизм. То есть это просто калькуляторы, ну, более быстродействующие. Но они не умные, поэтому вот какой интеллект? Там нет интеллекта, там 0 интеллекта. Ну вот смотрите, возвращаясь к теме как раз инженерии, и вот ваша книга, вот эта «Инженер
который, да, чтобы можно было увидеть нашим зрителям, да? Она и на английском есть, да. Да, она и на английском существует. Так вот, и просто раньше инженер предполагалось, вот человек, который является инженером, он мыслит системно, он мыслит, да, он сопрягает то, как его изобретение будет работать в обществе. Не случайно среди инженеров в XIX веке было так много успешных предпринимателей, там это и Эдисон, и многие другие, вот, и Тесла там, да, и тогда инженер как бы охватывал своим взглядом много сразу на разных уровнях вещей, да, а сейчас у нас как бы понятие инженер превратилось в понятие разработчик, то есть разработчик и разработчики, как на мой взгляд, да, в основном сейчас, они просто выполняют некие задания, они даже не знают толком, что именно они разрабатывают. Вот им выдали что-то, и они при этом работают день и ночь, то есть они есть там увлеченные, естественно, люди, которые увлечены еще тем, что им кажется, что они кодируют жизнь людей, кодируют будущее людей, и это им адреналин, так сказать, такой придает. Вот. Но при этом я хочу сказать, что они такие ограниченные, и ими очень легко управлять. Тупые. Очень легко управлять. Они просто их куда направили, то они и делают. И они даже не соображают, что в итоге их деятельность ведет к катастрофе. Так Вот. это конвергенты. Вот что это такое? Вот, допустим, ему скажешь, открой дверь. Он подходит к двери, она закрыта. И он не понимает, что надо ручку повернуть, чтобы открыть. Ему сказали открыть дверь, а он не может это сделать. Поэтому он уходит назад. Потому что задача невыполнима. Он тупой. Да? Но вот инженер, он должен мыслить системно, потому что он обладает комплексным знанием, настоящий инженер, да. И я начал системно мыслить, ну вот надо же ракеты было сочинять, и они должны летать, они взрывались у меня, я даже там чуть хату не жег, я в деревне жил, там, мать меня, помню, Дубинка там гоняла, что, ну, дом мог сжечь, да, там и другие вещи. И когда я понял, что вот дымный порох, ну, порох, который я находил на этих, партизаны взорвали склады немецкие, и там эти ящики с порохом разлетелись, я помню, такие трубочки, как макаронины. Но как-то ракеты на них плохо летали, не взрывались. И как-то сидел я у костра, вот такого, где-то в поле, там на рыбалке, и бросили мешок с селитрой, с остатками селитры в костер, и вдруг оно все ярко загорелось. И я понял, что вот селитра и уголь дает какое-то что-то новое. Думаю, надо порох делать. Но понимаешь, он что-то не так. Я долго искал еще один компонент и нашел. Это была сера. И я нашел его в хозяйственном магазине, потому что серу используют для того, чтобы там что-то травить, каких-то там жучков, ну, для растений, да. И потом я стал с этих компонентов, которые я не в книжках это прочитал, я нашел интуитивно и в жизни, я стал уже создавать целенаправленно. Я был школьником, причем тогда, наверное, ну, еще не старше даже класса. И понимал, что надо подобрать так, чтобы и скорость горения была нужна, и не взорвалась и так далее. А в советское время ничего же не было в те времена, да. И чтобы, допустим, взвешивать, я сделал весы и сам, а в качестве гелик использовал монеты советские. Копейка – это грамм, 2 копейки – 2 грамма, 3 копейки – 3 грамма, а 5 копеек – 5 грамм. Я уже с помощью этих гирек подобрал состав. Так. И потом, когда я стал экспериментировать, еще раз говорю, это не кто-то, я сам доходил к своему. То есть я стал инженером, наверное, еще тогда. И я понимал, что если его насыпать, он там быстро загорится и взорвется. Потом надо его уплотнять, и потом надо еще канал сделать. Потом я сделал приспособление, чтобы был канал, и подобрал форму. Потом стал уплотнять, специально приспособление сделал, причем осторожно, потому что порох может взорваться. Потом узнал, что, оказывается, шаттл точно таким же способом заправляет. Там твердотопливные баки по 3 метра диаметром и высотой с 5-этажный дом. Там насыпали порох, и рабочие в скафандрах, потому что там газы просто отравящие, да, киянками уплотняли порох. Слоями насыпали, вот точно как я вот делал свои ракеты. А потом даже слушали,
чтобы там пор не было. Потому что если будет пора, то может там не так гореть и может быть взрыв. То есть, да, это все разнесет. То есть я до этих технологий дошел, вот, ну, можно сказать, ребенком, да. И, ну, не только этим увлекался, и потом, когда я пошел в школу, были проблемы, и мать мне с помощью ремня объясняла об этих проблемах, я понял, что у меня практически отсутствует память. У меня сейчас память очень слабая. Думаю, что я там все помню. Нет, у меня память очень слабая, да. И я понял, что даже стихотворение не могу выучить там, или какую-то формулу запомнить. И я понял, что чтобы выжить, надо развивать логику. Это понял в первом классе. И я стал не запоминать, я сейчас не могу запомнить ничего практически. Даже свою речь я написал, но я не могу ее сказать, ну вот четко, только по бумажке. Не потому что я не знаю, что написано, я не помню, ну, дословно, что он написал. И тогда я стал не учить, допустим, формулы по физике, а понимать физику. Зачем помнить формулу, если понимать процессы, ты можешь формулу в любом месте сам вывести. Это я делаю до сих пор. Я их не помню. А зачем их помнить? То есть как бы стал вникать в суть вещей. И вот тогда, вот, наверное, я и стал таким уже настоящим изобретателем, который не по справочнику изобретает. Как можно изобрести? Первобытные люди взяли, там открыли, наверное, большую советскую энциклопедию, говорят, о, костер, ага, надо дровишек, надо там что-то, кремень, и мы зажгем костер, что ли? Они так изобретали. А ведь костер – это первые такие серьезные изобретения были. Ведь тогда именно люди стали на цивилизация стала на технологический путь развития. Кстати, я вспомнил, что техно, вот это вот одно из значений, по крайней мере, об этом как раз Хайдеггер писал, что у Платона и Аристотеля значение техно и значение аксиос, то есть понимание, это были синонимы. То есть, ну, техника означало прежде всего понимание, да. Ну, какие-то процессы в реальном мире, кстати. Любых, то есть имелось в виду также, значит, под техно имелось в виду то, что человек создает своими руками, то есть как некое такое ремесло, где соединяется искусство и наука. То есть вот это все в одном флаконе, что называется. Это потом, вот сейчас мы это все, ну, наша цивилизация все развела, значит, наделала вот этих миллионы узких специалистов, которые в итоге там, ну, просто ни в чем не ориентируются. Нет, так многие думают, что индустрия там появилась как бы там 200-300 лет назад, там вот 500. А на самом деле она появилась 2 миллиона лет назад, когда зажгли первый костер, это была первая технология. Конечно. Где шли вот эти теплохимические процессы, и они стали, первобытные люди, жарить пищу на огне, это тоже первая технология. Миф о Прометее же не зря возник, да. То есть Прометей дал людям огонь. А потом это превратилось уже и в паровую сделал машину. Их равным богам. И в двигатель внутри сгорания, где тоже там топливо горит, и в ракету. Это ж тогда началось все это. А если бы не было первого костра, у дельфинов нет первого костра. И они животные, они не цивилизация, да. Но она животная цивилизация. Ведь по интеллекту не исключено, что они умнее нас. Вот язык у них точно богаче нашего и сложнее нашего. Но у них не было Прометея, да? Нет, им не дали огня. Нет, не только. У них не было и нет технологий, которые потом привели к появлению искусства, культуры, языка, социума, развития, государств. Да, и, кстати говоря, когда мы говорим о языке, когда мы говорим, ну, о культуре, то тоже получается, что техно вот это стоит раньше, оно возникло раньше. И уже из этого возникает и культура, и искусство, и язык даже, да? Ну, волки же не разговаривают, говорят, давай его там, давай мы окружим, его замучим. Да, действительно получается. Он побежал и загрыз. А люди... Получается, что инженер создал все на этом свете, да. Ведь надо было объяснить, ребята, берите палки, там это, вот мама, давай мы окружим, давай его в яму загоним. Это же надо было как-то передать эту информацию. А другие, ого, поняли, побежали. И сделали. И так постепенно стала развиваться цивилизация. И вот технологический путь не Шваб выбрал. И поэтому не ему указывать, что надо закрывать индустрию и
Это наши Да, предки. он решил закрыть все. Да, ну, за ним там, это же понятно, что за ним другие стоят люди. И, Он кстати, просто- когда он сказал, что да, вот индустрии надо закрыть, что пора там прекратить, и целый список чего пора прекратить делать, да, то он тем самым рикошетом попадает и по науке, По которую всему. он тоже закрывает, по всему. и по культуре, и по человеку. Человек по социуму, становится... по человечеству, по цивилизации, по всему. То есть это фактически они хотят утилизировать цивилизацию. Сами того не понимают, потому что они тоже тупые, недалекие люди. Ведь думают, что если человек богат, то он умный. А ведь богатство создается не умом, а умение обмануть. Сколько прибыль? Или там купил дешевле, продал дороже в тюрьме. Ну так цыгане этим занимаются. Позолоти ручку, и она тебе все для тебя, да, расскажет будущее. Это же обман, да? Поэтому на самом деле бизнес делают не самые умные люди. А вот инженерия, там дураков нет. Вот представьте, я инженер, спроектировал мост, а он упал. Ну, наверное, посадят меня в тюрьму тогда. Потому что люди погибли, еще что-то. А какой-нибудь бизнесмен там украл эшелон нефти, перепродал, да какой молодец. Заработал свой первый миллион. А вот миллиард уже дальше легко зарабатывать, да? И вот люди, имея это богатство, они, видно, что-то у них с головы происходит. Что-то у них с катушек слетает, да? И это ж они вот это все затеяли, не понимая, что они часть тоже человечества, социума и так далее. Их богатство и создано благодаря индустрии. И они фактически, вот начиная путь деиндустриализации, они и себя уничтожают, своих детей, потомков. У них тоже нет будущего. Но они это не способны понять. Ну вот расскажите, Да. кстати, про ваши 5D, вот что они предлагают и почему это ну, действительно означает упадок или даже гибель цивилизации. Ну, 5D – это депопуляция, десоциализация, деиндустриализация, диджитализация. Или цифровизация, да. Ну да, это то же самое, что Просто на букву цифровизация. «Д», да. Да. А, нет, я забыл, декарбонизация. И это началось не только с Римского клуба, когда они сказали, что, ребята, тут нас слишком много расплодилось, ну вас, не нас, конечно, вас. Поэтому надо что-то с этим делать. А как сделать? Ну, в том числе путем деиндустриализации. А давайте мы замочим всю индустрию. Она же как бы мешает. А как замочить индустрию? Да говорят, что она много СО2 выделяет. А давайте мы это сделаем главным. Слишком много, и коровы, кстати, очень много СО2 выделяют. Да еще метан больше, чем самолет и автомобиль. Давайте всех коров заодно замочим. И слишком много. И давайте искусственное мясо есть. Потому что Билл Гейтс только вложил денег в искусственное мясо. Надо же как-то отрабатывать обратно, да? Поэтому депопуляция, она идет через деиндустриализацию, так и декарбонизацию, да? Потому что, типа, все проблемы современности – это из-за того, что идет выделение слишком много СО2. Это как они считают. Да, это они считают, да. И получается парниковый эффект. И это все, ай-яй-яй, там все сейчас, все ледники растают, наш Лондон и Нью-Йорк затопит, и все, конец света, да. Я когда вот готовил свой доклад на вот конференции 4-й, то я проанализировал где-то порядка 100 критериев, которые связаны с индустрией, цивилизацией, биосферой, будущим, прошлым, ну и так далее, нашей технократической цивилизации. Ну, чтобы все-таки понять, что главное, что не главное, что правда, что неправда, и понял, что все то, что вот мировая элита предлагает, это ложь, это фейки, все, в том числе и вот это глобальное потепление. Хотя потому, что на самом деле основной парниковый газ – это пары воды. Их влияние в 3 раза больше, чем влияние СО2. Ну давайте тогда все океаны в асфальт закатаем, чтобы они не испаряли в воду. Давайте и сушу тоже в асфальт закатаем, она же тоже в воду, влагу испаряет, да? Причем немало испаряет. Где-то в среднем слой воды у мирового океана высотой 1,20 метра за год испаряется. Можете представить?
А потом это в виде дождей падает обратно, да? И вот это-то и создает парниковый эффект, а не СО2. В истории развития, ну, существования жизни на планете Земля, ну, были периоды, когда была высокая температура, были периоды, когда вся планета была покрыта льдом, вся, и океаны все были замерзшие, да? И, как ни странно, это, в том числе археологи определили, что лед была покрыта льдом планет тогда, когда СО2 было в атмосфере в 5 раз больше, чем сегодня. А когда было жарче на 10 градусов, чем сегодня, почему-то там СО2 было в 2 раза меньше, чем сегодня. Так при чем здесь СО2? Там другие процессы более сложные идут. Солнце неравномерно работает. Оно же не какой-то там механизм или станок, который вот по программе работает. Оно то, там же в недрах идут сложные процессы, там же термоядерный синтез идет. То где-то он чуть-чуть больше разгорается, чуть-чуть меньше. И вообще колебания, например, светимости Солнца, которая достигает планеты Земля, в течение где-то последних нескольких тысяч лет меняется на 0,2%. Ну, то есть, ну, люди жили все эти тысячи лет и не замечали, что там Солнце то ярче, то не так ярко светит, да? Я прикинул, что эти 0,2% это где-то в переводе на киловатты, которые достигают Земли, это, ну, где-то 350 миллиардов киловатт. Напоминаю, что мощность электростанций всех 2 миллиарда киловатт, 100 миллионов, ну, 2 миллиарда 100 миллионов киловатт. И если даже в будущем потребление на душу населения увеличится до 5 киловатт, что прогнозируют, что индустрия развивается и так далее, потребление увеличивается энергии, и все прочее. 5 киловатт, это, ну, сегодня меньше киловатта на человека, да? Я беру 5 киловатт. То вот эти колебания солнечной энергии, 350 миллиардов киловатт, эквивалентно, что если на Земле будет жить 70 миллиардов человек, и каждый из них будет потреблять 5 киловатт мощности, ну, тепловой, электрической и так далее. И ничего страшного не произойдет. А ничего, что Солнце вращается по орбите, то ближе, вернее, Земля вокруг Солнца, то ближе к Солнцу, то дальше. Ведь там же по эллипсу вращается планета, а не по кругу. Так эти колебания, вообще-то, ну, в 30 раз больше, чем я назвал мощности. И ничего не происходит, на самом деле. Это циклика, это все природно, это все естественно, да? Но глобалисты, им надо было находить причины, как убрать лишних людей с планеты. И нам, как баранам, пытаются объяснить, что вы, бараны-то, и виноваты. Потом вас надо на бойню вести. И есть главный баран, за ним идите. Но вот смотрите, получается, что глобалисты все-таки, ну, это некая мафия, которая взяла под контроль информационные все потоки. И они это вершина, вернее, даже не вершина, там-то есть еще довольно успешно они это сделали. Они как бы довольно простые все-таки идеи внушают людям, и люди, естественно, внушаемы, и это происходит, кстати говоря, при помощи самого разного рода вот, технологических систем с искусственным интеллектом там, и так далее. Да, вот то, что я называю цифровым левиафаном, вот у меня книжка тоже есть своя, как бы на эту тему. Ну, я «Убить думаю, левиафана». Игорь, подаришь мне ее? Да, конечно, подпишу. да, подарю. Ну вот. И там просто они сумели это сделать, сумели как бы это внушить. И ну, вот такие люди, как вы, там, такие люди, как я, мы ничего не можем, как кажется, да, мы ничего не можем изменить, потому что нас никто не слушает. Мы, так сказать, конспирологи, хотя они на самом деле конспирологи, да, а не мы. Какая конспирология? Вот, у меня да, лично. мы-то говорим. Я инженер, я не конспиролог. Вот, делаю вот. все в открытую, Ну, кстати. они считают. Понимаете, я вот в докладе-то эти вещи подробно сегодня рассказал. Я думаю, было бы неплохо, если бы тоже показал в своем, там где-то там на своем канале. Правда, там 1,5 часа, ну это как Мы покажем. научно-популярный фильм. Да, мы скажем. покажем фильм Анатолия Эдуардовича Юницкого, где ну, изложены очень подробно его идеи и подходы, вот, специально для зрителей нашего канала. Я назвал доклад «Цивилизационная емкость космического дома по имени планеты Земля».
Потому что дом, в котором мы живем, это планета Земля, даже, ну, ее биосфера, так скажем, да. И вот нам внушает, что человек якобы там все уже чуть ли не уничтожил, и скоро вот всем кранты, и естественно, и мы же сами-то и виноваты. И мы должны уйти. И уйти, и причем добровольно, и неважно, с помощью там витаминчиков, которые тебе вкалывают, или там масочек, Ну, эвтаназия полезных очень какого-то для сорта, здоровья. там, неважно. Да, ну это все для твоего блага же делается, потому что ты же, баран, неужели ты понимаешь, что пора же тебе куда-то вот идти Для туда? общего блага, для Или блага цивилизации. для твоего да. блага, конечно, да. Ну, это все на самом деле не так. Ну, смотрите, просто я к чему вот говорил это, что мы-то можем вот говорить то, что мы сейчас говорим, но люди чувствуют свое бессилие изменить что-то, да, и есть, например, точка зрения, что надо, я не знаю, уходить в лес, уходить из цивилизации, Нет, нужно это не выход. все бросить и просто, ну, спасать себя, пока это возможно еще, потому что, ну, мир вот просто обречен. Вот есть люди, которые так считают. Есть люди, которые действительно говорят об уходе в лес, но они считают, что все-таки, ну, нужно просто переждать, допустим, или нужно, может быть, законсервировать какие-то вещи, сохранить их для будущего, то есть они все-таки верят в то, что человечество каким-то образом выкарабкается, а вы предлагаете как раз, ну, в принципе, не сдаваться. Нет, ну, понимаете, вот, допустим, вот эти же глобалисты, это, ну, как бандиты, да? Ну, вот, например, в Минске где-то 2 миллиона человек живет, но если там появится десяток бандитов или маньяков, то город будет парализован. Особенно, если они безнаказанно будут. Да, и ну, все будут знать, что ты знаешь, что вот выйдет там девушка на улицу, а там маньяк какой-то, да, и ее там изнасилуют, убьет и так далее. Она будет бояться выходить на улицу, да. Но это не значит, что вот эти 10 бандитов сильнее 2 миллионов человек. Так если не там полиция, милиция, неважно кто, не способен это сделать, надо просто найти да и замочить, никого не спрашивая, защищая себя. Кто они такие, эти бандиты, да? И плохо, что и те органы, которые, ну, в принципе, должны были бороться, в данном случае это власть, государство и так далее, но они тоже фактически идут на поводу глобалистов, либералов, этих либеральных ценностей, которые, ну, полностью извращают все, абсолютно все, в том числе и ценностные вещи. Типа семья, а зачем семья? Зачем там муж, жена, зачем дети? А зачем любить там женщину? А давай мальчик мальчика любит, а девочка девочку любит. А зачем там пола? А может ты сегодня мужчина, а может завтра женщина, а может ты вообще оно. И вот представьте, что чиновник там, я не знаю, или президент страны подходит в туалет и думает, а вот сейчас мужчина или женщина? Куда же мне идти? А может сюда? Нет, а может Или, сюда? или как этот епископ. Нет, так вот представь, глава государства Да. думает об этом. Как вы думаете, это государство будет процветать? Как вы думаете, этот народ будет счастлив? Если это вообще центральный Если- вопрос, да. Да, нет, так если он руководит. А сейчас посмотри, кто у власти-то. Они же ненормальные люди, по большому счету, да? Поэтому они вот демонизируют, допустим, там, Россию, там, Беларусь и так далее. А посмотрите, что они делают. Они что вытворяют? Будут помахать каким-то флакончиком с каким-то белым веществом. Говорят, вы знаете, там в Ираке-то оказывается бактериологическое оружие. А давайте мы их замочим всех. Ну, замочили и президента заодно, и еще миллион иракцев, а то и больше. И им все продолжают пожимать руки. Да, всё и потратить там прекрасно. несколько триллионов долларов. Да. Вот чтобы сделать перезагрузку и вынести индустрию в космос, так нам нужны примерно такие же, столько денег всего лишь, что США потратила на вот то, чтобы разрушить страну, Ирак, и убить президента. Но они же демократы, и за это им надо давать, на самом деле, Нобелевские премии мира. Понимаете? То есть это все извращено. Ну, Да? давайте поговорим. Я-то как инженер Да. понимаю, я не политолог, я не, там, я не знаю, я инженер. И я пытаюсь ко всему подходить системно. И поэтому как системщик я вижу это нестыковки. Как вот хороший инженер подается, посмотрит на самолет и говорит, он плохой самолет. Он может быть красивым,
но он будет плохо летать. Поэтому он с точки зрения инженера некрасивый. Я могу посмотреть на мост и скажу, он упадет. Потому что я чувствую, что там неправильное решение в этой конструкции, да? Но ведь это же можно и в других вещах заметить. То, что касается социальной, там, политики, еще чего-то. Какая разница? Там же общие же подходы при системном и комплексном мышлении также. И в этом как раз проявляется интеллект инженера. Потому что инженерия – это же не только железо, не только техника, но социальные изобретения. Ну, мы говорили, да. Да, понимаете? И это ж политики извратили все. Ведь нашу цивилизацию создали инженеры. Первые инженеры, они костер там изобрели, первые орудия там каменные и так далее. Потом лук. Кстати, лук – это очень сложное сооружение. Это надо было тетиву придумать, и как это все, и стрелу. Это очень серьезное изобретение, да? Потому что можно было несколько сот метров добычу добыть. Волк же не может на расстоянии 100 метров зайца убить, да? Это много изменило. Потом придумали колесо, а потом появился уже автомобиль там, и другие вещи, да? Это все создали инженеры. Весь мир, нашу цивилизацию создали не банкиры, не политики, не экономисты, а инженеры, такие как я. И вот мы сидим в доме, и вот все, что тут есть, это придумали инженеры. Как кирпич делать, как чашку сделать, Как даже книгу как чай напечатать. заварить, как книгу написать, как ее издать, как бумагу изготовить, как краску. Синяя, красная, черная, они же разные краски. Тоже это все инженерия. Поэтому мир создали инженеры, но почему-то этим миром управляют политики. Кто они такие? Тем более вот эта так называемая глубинная власть, глубинное государство, кто их избирал? Говорят, есть мировая элита. Кто их избирал? Они сами себя назначили элитой. Я, например, не участвовал в этом. Я уверен, и ты, Игорь, тоже не участвовал в этом. Также не назначал элиту? А кто-нибудь знает, кто их назначил? Кто они такие? Почему мы должны по их указке бежать куда-то? Мочить индустрию, платить налог за СО2. Но Почему? Они внушили политикам, что это нужно, чтобы всегда был экономический рост, чтобы там текли куда-то инвестиции. То есть, что вот они говорят, что мы держим в руках, так сказать, деньги, мы можем открыть этот кошелек, можем закрыть этот кошелек. Ну, это не внушение, это скорее перепрограммирование. Когда человек говоришь несколько лет, что он баран, так он, да, сразу сказать, да, я баран. Поэтому это не внушение, это другое, это перепрограммирование по определенному плану. И здесь нет такой конспирологии. План – это не конспирология. У меня, например, план вынести индустрию в космос. Но я же не конспиролог. У меня, например, план озеленить всю планету, убрать пустыни. Потому что мы знаем, как получить биогумус – это основа плодородия почв из сланцев и бурого угля. Потому что такое, допустим, уголь, бурый уголь – это молодой уголь, да? Ну, там, сотни миллионов лет назад росло дерево, оно для жизни взяло всю таблицу Менделеева из почвы, потом умерло, превратилось за 100 миллионов лет в уголь. И я нашел технологию, как этот уголь превратит в ту почву, которая была 100 миллионов лет назад. И с помощью этой почвы, а это будет отход работы электростанции. Это будет отход работы электростанции. Почва плодородная, да? Вокруг электростанции, даже если это пустыня, можно добавить в песок от 2% биогумуса, и почва станет плодородной. И поэтому можно убрать пустыни с планеты. Так я что, конспиролог, что ли? Или что? Или ну, давайте, да, все-таки поговорим о перезагрузке по Юницкому. То есть все-таки какую реально нужно сделать перезагрузку? Дело в том, что проблема эта создала не человечество. Наша биомасса составляет 0,01% от биомассы всей. Поэтому, наверное, муравьи могут больше проблемы создать, потому что их биомасса больше. У мух больше биомасса, или там какого-нибудь вида рыбы в океане. Да? Но они почему-то не создают проблем. Поэтому не мы создали.
А индустрия создала, которую придумали инженеры, но экономисты, политики и так далее неправильно это используют путем монетизации, потому что эти технологии превращены в средства зарабатывания денег. Это принцип капиталистической системы, получения прибыли, и поэтому все строится вокруг прибыли. И там же плевать на все. Главное заработать деньги, да? И поэтому, опять же, технологии неправильно применяются, и сейчас фактически вся индустрия основана на устаревших технологиях, столетней давности, даже еще больше, которые не отвечают не то, что там завтрашнему дню, даже сегодняшнему дню. Да? И эти технологии, устаревшие везде, именно они создают проблемы. То есть инженеры придумали технологии, которые неправильно используют, и это привело вот к проблемам глобальным. Да? И эти неправильные технологии и в сельском хозяйстве, и в энергетике, и в транспорте, и в проживании, и в месте размещения индустрии. Да? И вот, понимая это, у меня опять же комплексный подход, и надо решать пошагово все одновременно. И это не сложно. Это не сложно. Это можно все делать сегодня спокойно. Если политики поймут, что глобалисты ведут не туда, и давайте мы все-таки, наверное, потому что там конец для всех. Для всех, и в том числе политиков, их детей, внуков, у них тоже нет будущего. Да? То его действия, где мы находимся, а мы находимся на территории экотехнопарка, где показан, например, новый тип транспорта. Это струнный транспорт Юницкого, СТЮ. Это транспорт второго уровня, он не отнимает землю. А сегодня в асфальт закатано и под шпалами похоронено 6 Белоруссий. Если построить струнный транспорт, то мы эти земли вернем землепользователю. И там, где асфальт, сегодня там будут расти сады. Давайте поясним для наших зрителей. То есть струнный транспорт – это что? Это вот над землей, да? Да. Струна? Ну вот расскажите, да. Струнный транспорт – это рельсовый транспорт, на самом деле. Струна – это как основной элемент, это не балалайка. Мне там даже Министерство транспорта России дали кличку. Блин, струна. Говорит, там типа гитара, балалайка. Да нет. Струна – это арматура. Арматура есть в железобетонных конструкциях, там, вантовых, висячих мостах и так далее. Это просто несущий элемент, который держит конструкцию, вот как висячий мост, там, пролетом километр. Он же висит и стоит. Я как инженер нашел, как этот мост высотой, допустим, там, несколько десятков метров сжать до рельса вот такой высоты. И я нашел эти решения. Потому внутри рельса, он специальной конструкции, находится струна, которая натянута, которая идет с прогибом определенным внутри, с определенным натяжением. И таким образом создается идеально ровный путь для движения колеса. Поэтому это разновидность рельсового транспорта. Правда, для строительства, допустим, по материалоемкости, вот есть железнодорога. Ну, мы знаем, какие там мосты, путепроводы бывают, да, сколько там рельсы весят, да. Ну, современные рельсы Р-75 килограмм на погонный метр. Шпалы, там, щебень, насыпи громадные и так далее, да. Так вот, с одного рельса, материала одного рельса, можно построить двухпутную струнную дорогу. Это вся материалемкость, да. Ну, соответственно, цена такая же, ну, в разы меньше, да. И вот как раз эти решения я придумал тоже очень давно. Они это отпочковались от другой технологии. Я уже говорил о ракетах, и когда вот та звездочка полетела мимо экрана, я задумался, что что-то с ракетой не то. Я стал искать решение и понял, что это утопия. Осваивать космос широкомасштабно там, и так далее. Заводы, там, фабрики, там, миллионы людей будут жить. Я понял, что это бред полный. Ракета это не обеспечит. Я стал искать решение и нашел. И нашел, как принцип Мюнхгаузена, кстати, который сам себя за волосы поднял из болота, когда он тонул вместе с лошадью. Да? Я использовал этот принцип, и там нет нарушений физики и так далее. Физику я очень хорошо знаю. Нашел решение, когда за счет собственных сил системы система выходит в космос. И не взаимодействует с окружающей средой, и не нарушает никакой экологии. И там есть эстакада, с которой должна стартовать эта система по экватору. И когда стал я проектировать эстакаду, я понял, что она очень тяжелая, дорогая, материалемкая. Я стал ее упрощать, удешевлять. И нашел вот эти струнные решения. А потом подумал, а почему бы не
сделать там рельсы и не поставить колесный транспорт на стальных колесах. И вот так я изобрел струнный транспорт. Потом у меня две транспортные системы я создал и изобрел. Наземную, это переворот в транспорте вообще, это совершенно другой транспорт. И геокосмический транспорт вот, для вынесения индустрии в космос. И уже потом я стал развивать, в первую очередь, вот этот наземный транспорт как более понятный, как более монетизируем, как эти говорят глобалисты и капиталисты, потому что без денег сделать ничего нельзя, да? И, собственно говоря, нам никто не помогает, никакое государство, наоборот, нас пытаются замочить везде, где только можно, да? Нас и меня поддерживают только наши инвесторы. Могу даже похвастаться этим. Я не думаю, что когда-то было у кого-то столько партнеров. У нашей технологии 500 тысяч инвесторов где-то, а может даже больше, которые живут в 220 странах. А в Организации Объединенных Наций всего лишь 192 страны. Да? Поэтому струнный транспорт, он вышел оттуда, и этот транспорт, если сравнивать с любым другим транспортом, там, дешевле, экономичнее, безопаснее. Вот, например, раскрученные электромобили Тесла, да, вот если с ним сравнить. Тесла – это тоже автомобиль. У него пневмашина, она катится по асфальту, она также убивает людей, давит животных. Если там будет лужа или гололедица, он даже улетит в кювет. Это тоже автомобиль. Просто про у него электрический моторчик, да? Так у нас тоже электромобиль, только на стальных колесах, который движется по рельсу струне. Так по эффективности, если сравнить наш электромобиль, Юнибус, и электромобиль Тесла, Юнибус эффективнее Теслы в 5 раз. То есть на том аккумуляторе, что у Теслы, наш бы электромобиль проехал не 500 километров, а 2500 километров. И вот это действительно зеленая технология. Потому что надо меньше энергии потреблять, чтобы выполнять транспортную работу. Да? Как я понимаю, есть у вас инвесторы в Арабских Эмиратах, и они что-то такое или построили, или строят, Нет, да? это не инвесторы. Инвесторы мы, и я в том числе. Самый крупный инвестор, на самом деле, это технология, это я. Я самый. Деньгами, не только интеллектом там, и так далее, да? А деньгами. Просто я нашел, как привлечь инвестиции, потому что куда только не ходил, куда только не обращался, кроме проблем ничего не было. Кстати, у меня за всю вот мою деятельность 7 раз отнимали все. Слава богу, не убили ни разу. Да, могли замочить. Потому что я и с бандитами пытался делать, и с чиновниками, и с ООН, и с кем только я не пытался, да. И я понял, что ничего не получится. Не надо, не нужна никому эта технология прорывная и так далее. Это все блеф. А это нужно простым людям, пользователям. Зачем чиновнику или там президенту страны вот эта технология? У него свой личный самолет. У него это замок, дворец. Куда он сам... Зачем ему этот транспорт? Зачем эти проблемы? Но он нужен нам, пользователям, каждый день. Потому что мы стоим в пробках часами, когда едет там президент страны. Он и 3 часа простоять в пробке. Или просто пробка, потому что там слишком много машин. Так. Мы дышим этим загазованным воздухом. И испытываем дискомфорт, когда мы 2-3 часа можем добираться до работы. А тут без всяких пробок, поверху, без всяких проблем экологии, ты можешь на работу, с работы попасть и так далее. И поэтому вот эта вот технология, она прорывная, которая меняет всю логистику. Всю логистику, потому что я даже подсчитал, что если сделать, заменить транспорт существующий, потому что струнный транспорт может заменить весь остальной транспорт. То есть не нужны самолеты, пароходы, автомобили, железные дороги. Я не представляю, нет, я просто говорю, что оно может заменить. Но, естественно, это может существовать параллельно, как и другие виды транспорта. И создать сеть дорог, я назвал ее ЮНЕТ, сеть дорог, это она транспортно-инфраструктурная сеть, то надо не 68 миллионов километров дорог, как сегодня, а всего лишь 20 миллионов километров дорог. И это сэкономит порядка только на материалах больше 100 триллионов долларов на создание вот этого, да, только на материалах.
Это освободит 5 территорий Великобритании, 6 территорий Беларуси от асфальта. И вот земля, которая вернется землепользователям, тоже даст экономию где-то порядка 100 триллионов. На дорогах не будут гибнуть ежегодно 1,5 миллиона человек, как это происходит сегодня. И сегодня более 10 миллионов человек становятся каждый год инвалидами и калеками, попав в аварию, да? Насчет этого забавно, что беспилотный транспорт предлагается как способ решения этой проблемы, что, ну, типа, они введут повсюду беспилотники, и не будет никаких аварий, но это на самом деле блеф, потому что... аварий будет еще больше, и гибели людей. Тут, понимаете, я как инженер понимаю причины всего этого. Автомобиль движется по поверхности земли. Асфальт, рельсы, ну и железнодорога. Это все лежит на поверхности земли, где вся жизнь. Куда падает снег, дожди идут туда же, на поверхность, да, появляются лужи, там еще там гололед и так далее. Но самое главное, там люди непредсказуемые, которые могут делать что угодно. Люди, и водитель непредсказуемый же. Он тоже может налево, может направо повернуть, может остановиться неожиданно, потому что нет единого центра управления. Тут дело не в цифровизации, а в том, что так устроен транспорт, что каждым транспортным средством управляет индивидуум. И не важно, это нет, я к цифра тому, что, или человек. Нет, я к тому, что они пытаются ведь это алгоритмизировать. Что... Это ничего а не это поможет. невозможно, Нет. В принципе. Нет. Так вот, только то, что мы, вот, допустим, транспорт уберем с первого уровня, а самолет убрали с первого уровня. Так вот, на автомобиле убьют за 100 лет, я все-таки люблю, когда более масштабная цифра, убьют 150 миллионов человек за 100 лет, и миллиард человек сделают инвалидами. Вдумайтесь в эти цифры. А самолет, вроде как бы он более опасен, но его убрали с поверхности земли, он летит по воздуху. Вроде это опаснее. Так там 1,5 миллиона автомобилей, а там 300-400 человек в год. Сравните, 1,5 миллиона, да? Только потому что на другом уровне. Так вот, стольный транспорт, он на другом уровне. И вот эти проблемы все ушли. Но в автомобиле нет противосходной системы, и в самолета нет. Поэтому можно сесть мимо полосы, можно просто упасть, потому что воздух как-то не всегда держит. Если скорость упала, такие воздух не держит. А у нас стальное колесо катится по стальному рельсу. Остановился минибус, и что? Двигатель сломался. Представляешь, что у самолета двигатель сломался, что происходит? Все погибнут, да? А у нас-то нет. Нам не страшен гололед на дороге. Для рельса колесом раздавится, слетает, это абсолютно не важно. Нам не страшен удар молнии или шаровой, как в самолет. Представьте, бабахнет шаровая молния, все, трагедия, погибнет, да? Все люди, экипаж есть. Или, допустим, шасси не вышло, все, тоже самолет разобьется, а у нас же шасси нет. Поэтому мы можем аварийность снизить в сравнении с даже с самолетом, и по сравнению с автомобильным транспортом повысить безопасность, снизить аварийность в 1000 раз. Спасти за 100 лет больше 100 миллионов человек и больше миллиарда не станут инвалидами. Это, опять же, если перевести в деньги, это опять же, более 100 триллионов долларов. Транспорт настолько неэффективный, что очень много сжигает топлива, и неважно, это топливо в баке автомобиля или в баке электростанции тепловой. Какая разница? Все равно надо сжигать топливо, чтобы электромобиль поехал где-то там, да? Но при этом, когда энергия будет доведена до электромобиля, она будет теряться. Треть доходит. Поэтому топливо надо больше сжечь. И создать большее количество проблем еще хуже. Не решает ничего. Это тоже глобалисты это все, замыливают. Ребята, там все хорошо, это же все зеленое, это же все чисто, это все сказки, да? Где инженера не проведешь. Меня вот лично это на такие вещи я не поддаюсь, потому что... Нет, да, это требует гораздо больше энергии, конечно. Нет, так надо это понимать и понять, почему. Поэтому второй уровень, и даже вот второй уровень, чем лучше, я когда стал анализировать, и это уже потом в институте уже студентам, еще более глубоко стал изучать физику, другие предметы,
И как, ну, так случилось, что я поступил на автодорожный факультет, то есть я стал инженером путей сообщения. Это было случайно, на самом деле, да. И уже как инженер путей сообщения стал думать, ну, транспорт несовершенен, и не стал совершенствовать что-то, а как системщик сказал, а я вообще не знаю ни одного вида транспорта. Ну, нету ничего. А какой транспорт идеальный? И я стал как бы с нуля изобретать транспорт. И я постепенно пришел вот к этому решению. Не потому, что, как бы, исходя из законов физики, я сделал идеальный транспорт. Улучшить его уже невозможно. Ни один другой вид транспорта не будет лучше. Ни один. Даже там, летающие тарелки или там, антигравитация в будущем, это уже не важно. Да? И в частности я стал анализировать, ну, мне было интересно высокие скорости, это там 300-500 км в час. И тогда было модно, ну, это где-то конец 60-х годов, начало 70-х прошлого века, магнитная подушка, вот, Маглев, там, Трансрапид, это вот Siemens разрабатывал. Ну как, магнитная подушка толкнула, но поехала, это ж круто. Ну, вроде круто, а на самом деле я разобрался, что ничуть не круто. И те же немцы, они не глупые ребята-то, и Siemens-то не последняя компания, создали систему транспортную, Трансрапид, которая хуже самолета по эффективности в несколько раз. А все по простой причине. Главное при скоростном движении не подушка, а аэродинамика. Я это понял давно. Главное – это аэродинамика. Потому что мы живем не в вакууме, а в атмосфере. Если взять формулу аэродинамического сопротивления, я опять же ее выведу в себя в голове, а не запомню, да? Она простая там. 1/2 ρ – это плотность воздуха. В в кубе – скорость в кубе. В кубе. Единственный параметр. Cx – коэффициент аэродинамического сцепления. И f – мидель. Это максимальное сечение. Да? Вот теперь давайте v в кубе. Я говорю как инженер. Ну, вроде, ну подумаешь, да. Ну вот я еду на машине там на скорости 100 км в час. Ну подумаешь, там 20 киловатт мощности ушло на аэродинамику. Ерунда. Ну 20 киловатт, это значит 5 литров в час горючего ушло на аэродинамику. Ерунда. А теперь давайте мысленно увеличим скорость обычного автомобиля, неважно, Мерседес, это там Форд или Волга, или какой-нибудь Запорожец, неважно, до 500 км в час. В увеличилось в 5 раз. Значит, 5 умножить на 5 умножить на 5, 125. 20 киловатт умножаю на 125. Ну, 20 киловатт на 125. 2500 киловатт. Вот какая нужна мощность, чтобы эта же машина двигалась со скоростью 500 км в час. А что такое 2500 киловатт? Это значит, в час она сожрет, ну, 600 литров топлива. То есть надо бочку, даже не бочку, цистерну везти с собой. Поэтому все эти Бугатти, самые крутые автомобили, они самые плохие автомобили. Автомобиль стоит 3 миллиона евро, Бугатти Верон. А чтобы получить какую-то скорость, там 430 км в час, ему движок нужен 1500 лошадиных сил. Вот из-за аэродинамики. А вот Юнибусу нашему высокоскоростному, то что я усовершенствовал так аэродинамику, надо всего лишь 200 киловатт. Так Верон, Бугатти везет 2 пассажира, а мой скоростной Юнибус везет 20 пассажиров. Да? Я-то понял, что в Трансрапиде, вот в поездах на магнитной подушке важна аэродинамика. И вот когда немецкие инженеры, я не говорю, что они глупые, ну просто они чего-то недопоняли, да? Вот комплексности не хватило, там еще каких-то вещей. Для того, чтобы держать с помощью магнитной подушки, они электромагнитный подвес поставили в свой поезд. А электромагнит, он не мог отталкивать, он мог только притягивать. И поэтому они вынуждены были, вот балка несущая, они сделали юбку, которая охватывает балку снизу, и поставили магниты здесь и на балку. И тогда магниты притягиваются, приподнимают машину, и получается вот зазор воздушный, и магнитоподушка, и он едет. Так это только юбка, которая паразитна, из-за аэродинамики потребляет в 3 раза больше энергии, чем нашему Юнибусу надо движение. И поэтому вот эта юбка убила весь магнитный подвес, всю выгоду от него. И сделала вот
этот поезд менее эффективным, чем самолет. Мы знаем, что самолет самое неэффективное транспортное средство. Да? Поэтому это все блеф, что поезда на магнитной подушке там, спасут цивилизацию, они там обеспечат дешевый проезд, там мало потреблять будет энергии, тем более от ветряков, там еще откуда-то возьмем. Да какой ветряк, если там этому поезду надо 20 тысяч киловатт. Да чтобы солнечная панель дала такую мощность, там надо вести с собой несколько футбольных полей по площади солнечных электростанций. А представляете, поезд, а там несколько полей футбольных с солнечными электростанциями. Ну, это полный бред. Поэтому я это понял давно. И вот этот струнный транспорт не просто так появился. И я убрал там еще сделал одну еще вещь. Я понял, что панель, полотно – это панель, а есть панельный эффект, экранный эффект, очень улучшает аэродинамику. Если я возьму вот любое вот транспортное средство, ну, допустим, вот эта машина, да, вот буду двигаться над землей, низко, да, то обтекание будет неравномерным, здесь будет уплотнение, аэродинамика резко ухудшается. Так вот, если я просто подниму, уберу панель на какую-то высоту, равную размеру транспортного средства, да, то эффективность, вот аэродинамика улучшится в 2,5 раза. То есть, говоря, здесь вот надо мощность 1000 киловатт двигателя, а вот здесь уже 400 киловатт, чтобы получить такую же скорость. И я убрал панель. У меня нет панели, нет полотна, а есть 2 рельса. Поэтому фактически это как бы самолет, только без крыльев. С идеальной аэродинамикой. И я нашел решение, как его улучшить. Потому что понял еще студентом, это, наверное, больше, чем 50 лет назад, что главное – это аэродинамика. Я занялся тоже этим и улучшил ее. Я могу сказать, насколько. Бугатти считается такой самой крутой машиной. Она спортивная, она серийно выпускаемая и безумно дорогая. Так вот, CX, который характеризует вот, потери аэродинамической, у них 0,42 с учетом антикрыла. Потому что из-за панели не будет антикрыла, автомобиль не будет, он перевернется. Да? Поэтому надо удерживать зад, чтобы он не перевернулся. У них 0,42. А мы вот продували наш юнибус высокоскоростной, получили CX 0,05. 8 раз лучше. Поэтому, если им надо там 1500 лошадиных сил для этой скорости, то нам надо 8 раз меньше. 200 лошадиных сил. Ну, соответственно, в 8 раз меньше энергии. Топлива. Вот где зеленый транспорт. Вот здесь, а не где-то там, да? Поэтому это транспорт. Ну, я просто долго объясняю, что, ну, задали вопрос, чтобы и другие это поняли. Там можно еще много говорить, там много уникальных вещей. Это действительно, это прорыв в транспорте. Ну вот интересное следствие как раз ваших технологий, вот этих струнных, заключается в том, что это уже я говорю о социальных последствиях, да, что уже оказалось возможным по-другому мыслить устройство жизни людей и, в частности, города. Вот как делать города. То есть вы, как я понимаю, пришли к понятию линейного города. Расскажите об этом. Да, кстати, я давно пришел. И вообще о том, как люди должны жить. Вот как вы видите. Я, кстати, это пришел к этому давно, и даже уже достаточно уже были зрелые идеи. В 1998 году, когда я получил первый грант Организации Объединенных Наций, кстати. Я 2 гранта получил как раз на разработку, в том числе линейных городов, с использованием струнной транспортной системы. Так и назывался грант. Ну, где-то около $200 тысяч эти гранты. Ну, просто вот на исследования. Есть исследования, эти работы, они в интернете висят, на моем личном сайте инженера Юницкого. И там я описываю вот эту структуру городов линейных. И вот за последние годы, естественно, мы продвинулись дальше, обосновали уже это серьезно. Так? Все-таки люди оторваны от земли. Это абсолютно неправильно. И небоскребы еще больше оторвали людей от земли, да? Люди одели обувь. Это тоже, казалось бы, ну что такое обувь? Это все нормально, да? Но когда мы расчесываемся, почему-то искры скачут, а это 100 тысяч вольт. Когда подходишь к двери, берешь за ручку, бьет током. Это те же 100 тысяч вольт. Казалось, ну что такое? Ну 100 тысяч вольт.
Но у нас-то нервная система низковольтная, а тут 100 тысяч вольт. Вот любители айфонов, наверное, все там его любят и обожают. Засуньте его в СВЧ-печь. Сказать, ты что, я дурак, что ли? Жалко же. А ничего, что наш мозг находится все время в этой печке. И он думаете, может нормально функционировать, что ли? Потом надо ходить босиком, чтобы иметь потенциал Земли, он отрицательный, кстати. И никаких 100 тысяч вольт не будет. Более того, мы пройдем по росе, она очень полезна. Там много лекарственных веществ, от трав, от цветов и так далее. Да? И там в почве живут микроорганизмы, которые попадут на кожу. А на коже у нас, можно сказать, защитный скафандр. На коже живет только несколько триллионов микроорганизмов, которые защищают нас и являются частью иммунной системы. И чем чаще мы моем руки, чем чаще надеваем маски, тем мы больнее становимся. Опасные разговоры вы ведете. Иммунная система – это вообще подрывное что-то сейчас. Нет, подождите. Так основа иммунной... Нет, иммунная система – это микроорганизмы, в первую очередь, которые нас защищают. И они находятся в кишечнике, в первую очередь. Они нас кормят, поят и лечат. Наше здоровье там основано, а не где-то в другом месте. Да? Разве не таблетки, разве не инъекции? Да. Так вот, иммунная система создавалась живой природой, ну вообще природой как таковой, миллиарды лет. И она настолько отточена, да? Причем она индивидуальна, и у каждой она своя, но там есть общие принципы, так? И вот как раз сначала появились-то простейшие на планете, одноклеточные. И они жили очень долго, и многоклеточно появлялись, но погибали, потому что они не дружили с одноклеточными. Да? И только где-то 500 миллионов лет назад, то есть через 3 миллиарда лет после появления жизни, появились многоклеточные, которые вступили в симбиоз с одноклеточными. И они поэтому выжили. Поэтому мы не многоклеточная, мы планета, где живет больше живых существ, чем наших клеток. В каждом из нас 30 триллионов где-то клеток и 100 триллионов микроорганизмов живут в нашем теле. И это симбиоз. Без них мы погибнем, мы умрем. И вот иммунную систему как раз составляет эти, в первую очередь, простейшие, да, живущие в нас. Так? Они не враги, они друзья наши. Без них мы погибнем. Да? Надо это понимать. И не бояться вот этих простейших. Ну, да? Шваб их предлагает заменить наноботами. Там, да. Так пусть он себе и заменит. В первую очередь в голове что-то там, чтобы они мозги немножко лучше работали. Да. Они, наверное, немного там амотисина атрофировали, да? Ну, в силу каких-то ряда причин. Не надо их заменять, и это невозможно сделать. И я как инженер, я об этом думаю-то не первый год. Примерно, наверное, начал серьезно заниматься, когда вот появились первые работы Римского клуба, которые начали звать: все, нам всем кранты, все слишком много, надо как-то проредить стадо баранов, причем за их счет же, естественно, внушая барану, что он не баран, он же умный, и все для его блага, да. А я в это время стал прорабатывать вот как бы другой подход. И стал, задумался, хотя инженер, вроде технарь, я задумался над философией, там, над социальными какими-то вещами, над жизнью, а что такое почва плодородная, да? Почему она плодородна, да, вот об этих вещах. Тем более индустрию в космос, и там же и люди должны жить и обслуживать, а как они там будут жить? Там же условия должны быть лучше, чем на Земле, а как их создать? Надо же понимать, что происходит на Земле, да? Я как инженер задумался, а насколько вот сложны, я же инженер, я же такой умный, вот АЭС изобрел, космос без ракет, я же такой гениальный, да? Думаю, а вот жизнь, она насколько проще или сложнее. И я взял даже не основу вот для анализа жизни, сама основа жизни – это клетка. Она невероятно сложна, невероятно. Я взял молекулу ДНК, одну молекулу ДНК, где вся генетическая информация, да? Там может быть у человека там несколько сот миллиардов атомов, а может быть в некоторых там живых существ до триллиона. Я сравнил с самолетом, а в самолетах тоже у Боинга несколько миллионов деталей. То есть
ДНК сложнее самолета в миллион раз. Самолета. А если взять все, что придумал человек, включая искусственный интеллект, компьютеры, самолеты, ракеты, я не знаю, как там костер разжигать, что там, как плитку делать, или кирпич, или, ну, вот все, что он придумал. Электростанции, там, пароходы. Вот за всю историю, вот за 2 миллиона лет, да? И сложить все, и сравнить с ДНК, то ДНК сложнее. И вот кто его создал, это уже другой вопрос. Явно, что не мы, все мы тупые, чтобы такие вещи делать, да? И вот мы своей тупизной хотим все это усовершенствовать. Это как, знаете, вот какой-нибудь баран... Или отменить и заменить новым. Нет, так, ну, вот да. подходит баран к самолету и говорит, слушай, так это что-то как-то не так. Крылья какие-то длинные, да и заклепки что-то не те, да как-то колеса, давай чугунные сделаем. Рогов самое главное. И рогов нету, да, да, и как-то это, и то неправильно это, давай все поменяем. Я же умный. Как ты можешь, не понимая, что аэродинамика, другие вещи, лезть туда? Да как ты можешь полезть туда, где ты вообще ничего не смыслишь? Потому что это все сложнее, чем все человечество. Не Шваб, и не кто-то еще это создал, индустрию, да? Не он же один. За это время, ну, жил на планете это порядка 100 миллиардов человек за всю историю. Эти 100 миллиардов человек все это придумали, да? И на это ушло 2 миллиона лет. И как кто-то сейчас это все усовершенствует, да? Это же глупо. Так вот, тот, кто создал жизнь, или она сама появилась, неважно, сложнее в миллионы раз. И как туда ты можешь лезть, ты так все испоганишь, что самолет, ну, естественно, пассажиры сядут и говорят, о, круто, мы сейчас на хорошем самолете, и они все разобьются и погибнут. И тот, кто это сделает самолет, потому что он тупой, он это не поймет, он погибнет вместе с ним. Поэтому не надо туда лезть. И вот плохо, что разрешают эту генную модификацию, вот это все, это слишком плохо. Мы слишком тупые, чтобы этим заниматься, да. Ну, это, естественно, в первую очередь используют уже политики и так далее для других целей. В том числе для депопуляции, для развязывания войн. А зачем бомбу бросать? Просто... Да, вирус выпустил, да и нет города или страны. Они тем самым человека лучше-то не сделают, а хуже можно, хуже-то могут. Нет, так, да. Баран не сделает лучше самолет. Поэтому однозначно сделать хуже. Они не боги. Понимаете? Они не боги. Чтобы менять то, что создал Бог. Бог это я не в том, в смысле, что там в Библии, в Коране, где-то еще в Талмуде написано. Нет. Для меня Бог это тот, кто создал Вселенную, мир. А поскольку мир материален, и он работает, основан на законах физики, то для меня Бог физика. Я поясню на простом примере. Вот в физике много законов. Законы – это просто мы пытаемся понять мир и придумываем эти законы. Мир не знает законов. Там все это естественно. А мы что-то вычленяем и говорит, вот, формулу написали. Что-то уже поняли, да? Так я возьму один из законов, а их там неизвестно сколько, много законов, да? Гравитация. Это всего лишь один закон. Когда тело одной массы притягивается к телу другой массы, зависит от расстояния квадрата там, и от неких характеристик, да? И вот представьте, чтобы не было закона гравитации. Ну, нет гравитации. Кто-то создал мир, а говорит, а гравитация нам не нужна. Ее нет. Это же физика, да? Ну, физика без гравитации. Так вот, собрался бы водород в звезду без гравитации? Нет, конечно. Значит, звезда бы не зажглась. И значит, бы не прошли процессы термосинтеза, водород бы не стал превращаться там, в гелий и другие элементы более тяжелые. Потом звезда какой-то перед временем бы не взорвалась, как сверхновая, не образовались более тяжелые элементы, включая там железо, там, азот там, и другие, то, из чего мы состоим, и кальций там, и другие вещи. Потому что мы вообще-то звездная пыль, на самом деле. То есть не было бы нас. Да, так, подождите, если бы не было гравитации, разве камни бы, пыль собралась в планету Земля? И разве, если бы не было гравитации, ну, не было планеты самой, а представьте, что она была бы, ну, не было гравитации, значит, атмосфера бы улетела. А как, кто, да как
Земля без гравитации, еще без атмосферы. Как жить? Да не было, естественно, было бы что-то равномерно размазано по пространству, вот эти атомы, молекулы и так далее. Да? Поэтому на самом деле миром управляют не боги, и, естественно, не политики, и там, экономисты, а физика. И мы живем в материальном мире, а не в виртуальном. И туда нас пихают, суют, я не знаю, ведут, как стадо баранов, с одной целью – на этом заработать деньги, монетизировать все это в своих же собственных интересах. И я об этом вот в своем докладе подробно говорю, почему это происходит. И это делает капиталистическая система. Я не говорю, что социализм лучше или там, коммунизм. Нет. Но это издержки той системы, которую создали бизнесмены, политики. Но вы все равно предлагаете спасти капитализм от самого себя. Нет, не совсем так. Нет. Мы заговорили про линейные города. Нет. Это не совсем так. Но все равно какое-то ведь должно же производство быть. Мы же не можем только натуральным хозяйством. Да? Значит, должен быть какой-то эквивалент. Ну, не обязательно там доллар, рубль, еще. Все равно должно быть, да? Все равно должно что-то прирастать, да? Все равно какие-то элементы, вот то, что мы называем капитализмом, должны быть там. Не обязательно в таком виде, но это нельзя просто взять и исключить. Это революция. Надо что сломать, ну, уже сколько раз ломали. Да давайте не ломать, а давайте просто что-то начнем внедрять, и то старое уйдет, как ушли динозавры. Само. И не будем называть никаким измом, там, социализмом, коммунизмом, капитализмом, то, что будет. То, что будет, оно будет таким, каким оно будет. Но будет лучше, чем то, что есть. Да? И жить надо не в этих мегаполисах, в которых невозможно жить, а жить вот в линейных городах, где пешеходная доступность, где не нужен транспорт, где ты можешь ходить босиком по траве, где ты живешь в доме, вот типа этого, дышишь полной грудью, как здесь, да? В этом доме вот на крыше сад, например, растет. Внутри дома может быть оранжерея. И этот дом тебя прокормит, и поэтому блокадного Ленинграда не будет. Причем круглый год. И не важно, ты в пустыне живешь, в тундре или это еще. Дом тебя прокормит. Мы находимся в локации, это струнная технология, а еще локация рядом за забором фермерское хозяйство Юницкого, где я фермер, и это мое хозяйство, я его финансирую, а не инвесторы, как некоторые думают, да? Это я фермер. И тоже там что-то зарабатываю, потому что я очень хороший фермер. И когда начал там строиться, там 3 года назад было болото и был танковый полигон. А вы увидели, что там за 3 года, как это все изменилось, да? И конференция была же на той территории, а не на этой, да? И я решил там построить дом, 3 года назад. И поскольку я придерживаюсь того мнения, что сапожник должен все-таки ходить в своих сапогах, а не соседа брать, типа он лучше шьет, да? Поэтому вот эти вот природные биосферные технологии, естественно, стал применять в своем доме. И первое, что сказал проектировщикам, которые проектировали, ребята, говорят, я говорю, там канализации не должно быть. Они как-то, я говорю, так. Вся канализация должна идти в сад, в доме, в оранжерее, как в природе. Лось же не ходит на унитаз, и зайчик не ходит. И все это остается в лесу, и потом на этом вырастает новое дерево или новая травка и новый зайчик. Да? Потом вся канализация с кухни, с туалета, с душа, от стиральной машины идет специальный там почвенный биореактор под землей на глубине это 1,5-2 метра. И там все это перерабатывается в гумус с помощью подобранных сообществ микроорганизмов. Как и почва. Мне проектер говорит, это же полный бред, там же говном будет пахнет. Как вы, что, будем срать там, что ли? Я говорю, в лесу-то говном не пахнет вообще-то, там пахнет цветами. И здесь будет пахнуть цветами. Они вообще говорят, какой-то сумасшедший точно. Заказчик барин, как говорится, он же платит деньги. Запроектировали. И вот жаль, что вот ты там не побывал. Там пахнет цветами. Там растут пальмы цитрусовые. Кофе растет. И там такие вкусные плоды. Так же, как и в природе. И вот эти все процессы происходят в почве. Как и в природе. И вот понимаете технологии, нам ничего не стоит сделать
такой дом, где человек своими отходами прокормит не только себя, но еще одного человека. Своими отходами. Ну, то есть эти решения уже доступны. Так, тестируется уже не один год, да? Тоже, казалось бы, это странно, но давайте опять же здесь применим аналитику определенную, комплексный подход. Человек где-то съедает в среднем в год 700 килограммов пищи. И примерно столько же отходов генерит, ну, в первую очередь, через пищеварительную систему, через там канализацию и прочее. Потом картошку почистил, ну, кожуру-то надо выбросить же. Банан там почистил, надо выбросить. Рыбу почистил, чешую, кости выбросил. И просто помойки. С канализацией своя помойка, поля фильтрации, потом оттуда в реку вся рыба сдохла, озерки в океаны, там все сдохло, да? И это вот система, которая сейчас есть. Потому что нарушен баланс обмена веществ в биосфере и вот, ну, в первую очередь живого вещества. Да? В природе это все происходит не так. В природе там, где употреблена пища, где она выросла, там же она и утилизирована. Вместе с тем, кто эту пищу съел. Зайчик же не бежит на кладбище умирать, а в лесу умирает. Или волк. Да? Поскольку отходов человек генерит столько же, то вот с этих отходов можно сделать столько, если превратить это в гумус, и там, где он живет, вырастить пищу с этих отходов, то человек еще прокормит еще одного своими отходами. И более того, они будут прирастать, гумус, как и в природе. Его же не было гумуса. А сейчас вот черноземы, там нет гумуса черноземы, да? Он же появился благодаря тому, что все, что росло, умерло, перегнило, прошло через желудок, кишечник животных, там, микроорганизмов и так далее, и превратилось в то, что стало живым, жизнью. Это основа жизни, то, что умерло, сгнило. Потом говно для меня не ругательное слово. Это основа гумуса. И в этом говне наша иммунная система. Поэтому надо очень его достаточно хорошо к этому относиться. Сейчас, кстати, очень модно направление. Ну, конечно, они не говно называют, там другие медицинские термины. Но я же не врач, я инженер, я более прямо могу говорить. Да? Так берут говно от здорового человека и через задницу, через анальное отверстие вводят ему, и он выздоравливает. Здорово берут. Потому что все процессы пищеварительные осуществляют микроорганизмы. Мы не в состоянии усвоить пищу без микроорганизмов. Как и растение не способно усвоить гумус. Гумус нерастворим. Это нерастворимые соли гуминовых кислот, гуматы. И если были бы они растворимы, прошел бы дождь, и все бы вымыл. И не было бы питания в почве. Поэтому одни микроорганизмы запечатывают вот это питание, ну, в консервную банку. Мы же на зиму так готовим еду. Но мы же потом не берем весной и вместе с банкой не едим же. Наверное, надо как-то открыть ее и содержимое съесть. Так вот, есть другие микроорганизмы, которые эту переводят в растворимую форму и кормят растения. То есть, ну, вот как бы консервный нож. Так? И этих микроорганизмов тысячи видов. Они специализируются. Одни по азоту, другие там по селену, третьи там по йоду, что-то по кальцию. Их тысячи видов, а не один. И вот они в нас живут, и вдруг у нас коронавирус какой-то, зараза появилась. А давай мы его замочим. Ну, заодно замочим всех остальных. А что там, вакцина понимает, кого надо убивать, а кого не надо, что ли? И таким образом мы убиваем свое здоровье. Мы не лечим себя. А иммунная система, она работает совсем по-другому. И она работает адресно. Она узнает чужака и его мочит. Чужака, а не всех подряд, понимаете? Поэтому никогда прививки не создадут тот нужный иммунитет, который формировался миллиардами лет. И давайте мы все-таки здоровье построим на основе вот этого иммунитета, а не цифрового, потому что фактически мы тогда превращаем человека в биоробот, в том числе через замену его иммунной системы на иммунитет, который управляем. Потому что не делайте очередную прививочку, все, ты сдохнешь. Поэтому, извини, покупай. Ты знаешь, ну вот как-то дорого производить, поэтому, да, повысилась цена раз в 10. Поэтому работай больше, чтобы купить вакцину, иначе сдохнешь. Так это же для бигфармы
Да, сдохнешь, закон рынка. Да, делать, да. ну да, не выжил, ну конкуренция, ну зайчик, ну волк догнал, съел, ну так нормально, волку же надо жить. Поэтому вот это вот как бы вот подменяется понятие, и люди этого не понимают. И говорят, нет, это ж классно, она же думает, она же заботится. Да нет, так кто ты такой, чтобы тебе думали заботиться? Ты просто баран в стаде. И это не я говорю, это я говорю словами другими, как тоже Киссинджер. Это не мои слова. Что стадо за его же деньги будет само себя утилизировать за свой же счет. И все-таки вот возвращаясь к этой теме города, да, то есть чтобы жить в таком городе, вот эти линейные города, допустим, возникли, то есть как это изменит вообще социальное устройство? Вы думали над этим? Нет, безусловно, но тут надо понять все-таки, что город линия, потому что термин он не объясняется. Да, кажется, ну линия, что-то бред какой-то. Нет. Надо просто понять, что такое линейный город. Ну, во-первых, основа линейного города – это кластер. Он вот жилой, производственный, какой угодно, научный, там, торговый, сельскохозяйственный и прочее. Это кластер. Где пешеходная доступность. То есть транспорт не нужен, чтобы двигаться внутри кластера. Потому что в размере где-то километр на километр, и с конца. А в центре стоит доминант, ну, более высокое здание, куда приходит устроенный транспорт. И идет до следующего кластера одним пролетом, допустим, километр. То есть здание – это станция, это опора, и потом, да. И вот то, что с правительством идет путь, это уменьшает где-то в 2-3 раза расходы энергии. Почему? Потому что при движении вниз на спуске гравитация разгоняет транспортное средство, юнибус, а при движении вверх его тормозит. Нам нужна энергия, чтобы разгоняться, и не нужно тратить энергию и выбрасывать тепло, чтобы тормозить. Да? И это, естественно, улучшает логистику и повышает эффективность примерно в 2-3 раза. Там нужны только затраты энергии, чтобы на аэродинамику она остается и на качение колеса, а не на разгон и на торможение, как в городском транспорте. Это уже сразу повышает эффективность. Да? И поэтому следующий кластер мы приезжаем со скоростью быстрее, чем метро. Причем более безопасно. Вообще-то, я знаю, что делали исследования о вреде метро. Так вот, в московском метро безопасно для здоровья можно находиться только в течение 3 секунд. А все остальное время это уже опасно для здоровья. Из-за того, что сильнейший шум, электромагнитное излучение, ты в замкнутом пространстве, под землей. Мы же не черви, не мыши, чтобы жить под землей, да? А там же часами люди проводят время, да? А тут ты летишь, как птица, по воздуху. Ни шума нет, ничего. Ты любуешься красотой города. Это другой транспорт, это другая жизнь, да? Поэтому другое восприятие мира будет у людей. Да, и мы по линейному городу движемся с помощью транспорта. Причем тоже Hyperloop, там, Илон Маск, то, что они предлагают, это на самом деле полный бред, потому что они как-то логистику не понимают. На самом деле они не понимают, что такое вообще транспорт. Они же не транспортники, да? Они просто шоумены и дизайнеры, и художники, да? Которые рисуют красивые технические картинки без понимания инженерных там каких-то вещей. Вот чтобы разогнаться до скорости, там, как они говорят, там, 1200 или там, 1500 км в час, надо минимум 50 км разгоняться. Минимум. Иначе будут большие ускорения, это будет некомфортно. А если остановиться, минимум 50 км тормозить. Поэтому даже если мы сделаем станцию через 100 километров, то мы половина пути будем разгоняться, половина будем тормозить. И, кстати, я этот анализ сделал для Эмиратов, для Министерства транспорта Абу-Даби, ну, это столица Эмиратов. Кстати, меня меня как раз нормально восприняли, хотя вначале тоже думали, как-то что-то тут не то, даже приезжала делегация, которую направили власти, чтобы разобраться вообще. Что-то как-то юниско там все стрёмно, что о нем пишут как-то там непонятно в прессе, да, и все прочее, там, особенно желтая пресса. Потом разобрались, что все нормально, я адекватный, я действительно инженер, никакой там не жулик, не строитель пирамид финансов, как обо мне иногда пишут, а я предлагаю действительно серьезные вещи. И я сейчас, кстати, далее, это где-то 1 на 1 000 000, я получил сейчас золотую визу. Это не каждому дают.
Всего лишь прошло 3 года, как я стал работать в Эмиратах. Я не понял, кто такой, да? И они хотели построить хайперлуп Дубай, Абу-Даби. И попросили сделать анализ, сравнить со строенным транспортом. Я говорю, хорошо, вот хайперлуп. Они в вакуумной трубе, безумно дорогой, ну, это уже другой вопрос. А мы едем вот на юнибусе скоростном по воздуху. У них 1500 км в час, а у нас 500 км в час. Ну, у нас что, зашел в юнибус, сел и поехал. Ну, ты зайди в вакуумную трубу. Это как выйти, допустим, с космического корабля в космос. То есть там шлюзы. Ты же со станции, через шлюз должен попасть в транспортное средство. Транспортное средство через шлюз должно заехать. Так только шлюзование займет минут 10, не меньше. Посадка займет минут 10. Поэтому пока они только садятся, мы уже половину проехали. Потом начинают разгоняться. Не успели разогнаться, уже надо тормозить. И поэтому, естественно, скорость падает в 2 раза, потому что ну, половина мы разгоняем, потом тормозим, потом средняя скорость уже не 1500, а 750 км в час. А у нас 500. Причем мы не тратим время. И поэтому оказалось, что мы доедем из Дубая в Абу-Даби на струнном транспорте на 10 минут быстрее. Так а зачем? Да, и это уже не говоря о надежности, да? Нет, так там, да, и безопасность, все прочее, это ж другое. Я к чему это говорю? Что есть понятие еще средняя скорость, там другие вещи, да? И поэтому остановки часто для гиперскоростного транспорта не нужны. Их остановки делать надо через 500 км, через 1000. Тогда действительно он адекватен и нужен, да? Так если ты остановился через 1000 километров, живешь здесь, как ты доберешься? Поэтому должна быть не просто гиперскоростная дорога. Кстати, я могу найти где-то здесь картинку. На самом деле хайперлуп придумал-то не Илон Маск, а я. Причем тогда, когда он еще в детский сад ходил, если, конечно, он ходил, или в ясли там, я не знаю. Сейчас покажу эту картинку. У него домашнее обучение было. Ну, значит, мама ему там Мама. учила что-то писать или считать, а я уже эти вещи проектировал. Так, сейчас где-то я не помню, какая страница. То есть я предложил давно это, больше 40 лет назад, сделать фарвакную трубу Лондон-Нью-Йорк через океан с нулевой плавучестью. Тогда еще компьютеров не было, поэтому иллюстрация нарисована акварелью, потому что компьютера еще не было. Сейчас я найду эту иллюстрацию. И, кстати, с Лондона в Нью-Йорк мы добрались быстрее, чем на самолете. Причем это было безопасно. Форвак на трубе, не вакуум. Вот она, картинка. Это было нарисовано. Ну тут нет. Там еще назывался НТЛ, новые транспортные линии. Это было давно-давно. Так, и я тогда понял, что просто так эта система не нужна сама по себе, да? Поэтому должны быть гиперскоростные трассы, должны быть высокоскоростные трассы и должны быть городские трассы. И это все сформировано в одном коридоре. Тогда я могу доехать, допустим, до какой-то там города, допустим, поехал с Москвы и доехал до Минска. Вот тут есть смысл остановиться, это 700 там, с лишним километров. Но если я живу не в Минске, а в Оше, а как я до Оши доберусь? Значит, должна быть высокоскоростная трасса. Или там до Гомеля, да? Я на нее пересел в одну же станцию. Пересадка займет там 10-20 секунд, 30 секунд. И поехал туда уже с меньшей скоростью. Но там до моей деревни еще 5 километров. Вот там я могу пересесть опять же в этой же станции на городскую трассу. И таким образом очень быстро я доберусь до дома. Понимаете? Как и сейчас происходит. Вы что, просто самолет что, к двери к вашей подходит, что ли? Доберитесь до самолета. Значит, надо, наверное, дойти или там доехать до станции метро. От метро доехать там еще такой там железной дороги, по ней добраться до аэропорта. Потом или в пробках постоять, да. Пробка по эскалаторам, еще это что за транспортная система? В конце концов, добраться до самолета, и только садиться будете целый час.
Пока все сядут, пока пристегните ремни, пока покажут, как там спасаться в случае чего, пока двигатели заведут, да пока вырулят, да пока еще погазуют, да пока еще... Так мы уже доедем за это время, пока они только будут взлетать. Поэтому это и эффективнее, чем та же авиация и так далее. Потому говорю, что этот структурный транспорт вот в комплексе гиперскоростная, высокоскоростная 500-600 км в час и городская до 150 км в час. Вот это и есть основа этой новой транспортной инфраструктурной сети ЮНЕТ. Вот это все, да? И это должно идти параллельно городу, а не через город. Дело в том, что кластер может быть, вот кластер, они могут быть в стороне, ну как рельеф местности, еще там что-то, не надо идеальная линия, да? Линейный город это условно. И мы от кластера к кластеру двигаемся, где же остановка? Вот городской трассой. Но мы не можем скоростной трассой так идти. Потому когда гиперлуповцы рисуют это, свои трассы, это полный бред. Там просто не то, что там пассажир вылетит в окно, там окна нету, не знаю, у него там голова оторвется или руки поотрываются. Там такие будут перегрузки, что просто он будет раздавлен. Они даже об этом не задумываются. Вообще транспорт должен быть комфортным. Вообще-то ускорение должно быть больше метра в секунду в квадрате. Должно быть меньше. И поэтому, чтобы были такие ускорения при кривизне, да, например, при скорости 500 км в час, радиус кривизны должен быть не менее 20 километров. 20 километров. Ты не можешь вот так вот ехать с такой скоростью. А если будет 1500 км в час, то не менее 200 километров. Поэтому городская трасса может идти, как часть коридора транспортного, по городу извилисто, от станции до станции, да? А высокоскоростная должна идти более прямо, а гиперскоростная еще более прямо. И вот они все три вместе будут выполнять эти функции логистические. Да? Тем более, что это не просто транспорт, мы туда зашиваем энергетику всю, мы зашиваем туда все информационные линии связи, и поэтому в будущем, когда будет создана сеть ЮНЕТ, спутники Илона Маска не нужны будут. Интернет у нас будет там, на Земле, и космос нам не нужен для этого. И связь будет эффективна, и никакие зоны дыр не будут, и спутники не будут падать, и все это будет дешевле. То есть это не просто транспорт, это еще транспортно-энергоинформационная сеть. Да? И вот живя в таком городе, пешеходном, где есть дом, который меня накормит, напоит, вылечит, да? И я там же могу работать. Вот почему-то считается, что круто, если ты дальнобойщик. Говорит, а я сварщик. Это так круто. А я бетон мешаю. А я шахтером долблю там уголь. Круто. А чем хуже этих профессий, допустим, я выращиваю огурцы и помидоры для своей семьи. Почему за это не надо считать работой и не платить за это? А почему, если я воспитываю детей, это не работа? Это работа, и надо за это платить. И многие другие вещи мы можем делать в линейном городе, и это будет работой для тех, кто там живет. Причем в шаговой доступности. Там же школа будет, и больница, значит, там воспитатели, учителя нужны, врачи. Так они здесь же и живут. Зачем мне куда-то ехать на работу, час и в пробках стоять и обратно? Да? Здесь другая жизнь начнется. Да? На природе, причем здоровая жизнь, в том числе в социуме. Человек не конвергент, какой-то там, я не знаю, цифровой или биоцифровой. Он человек. Он должен жить с людьми, общаться, учиться. Ведь именно социум... Опять вы экстремистские вещи говорите. Не экстремистские. То есть вы против социальной дистанции. Да там бред, какая социальная... Ну скажите зайцу или волку, что-то вы не бегаете в стае. Давай рассредоточим по лесу. Вы что, это же неправильно. Это бред какой-то. Причем здесь экстремизм? Это они экстремисты. И даже экологию они превратили в экстремизм. Вот была раньше охрана природы, а сейчас что? То, что они говорят, это экстремизм. Они монетизируют воду. Ты должен платить за чистую воду. Ты должен платить за чистый воздух. Что-то превращает в деньги.
И используют вот эти маски, там другие вещи. Еще за право дышать еще. Да, как бы. ну естественно. Ты дыши вот этой гадостью. В своем докладе на конференции, который называется «Цивилизационная емкость космического дома по имени Земля», вы как раз излагаете свои идеи, ну, трансформации общества или вот перезагрузка вот это по Юницкому, как я ее назвал, то есть не по Швабу, заметим, да, а перезагрузка совсем другая, не цифровая, не цифровизация, Я называю, абсолютно аналоговая. Это биосферная. Да, Биосферная. биосферная перезагрузка. Вот, вы пишете здесь о том, что это возможно без поворота вспять, то есть без преобразования системы радикального, да, и при этом вы думаете, что ну, нынешние власти или нынешние, как сказать, крупные монополисты, они на это согласятся. То есть понятно, что вы тем самым хотите избежать сценария радикального, революционного, да, то есть вы хотите прийти вот к этому обществу. Это всегда плохо. Да, да, вы хотите тем более прийти мы к обществу. Через все это. И войны плохо. Да, вы хотите прийти к этому обществу как каким-то образом постепенно, пошагово. Но вы же понимаете, что они не захотят. А чего взяли? Они будут против. А чего взяли? А почему вы считаете, что они согласятся? Хорошо. Но сейчас та же Россия живет нефти, да, газа и так далее. Да, это и другие. Это бизнес. А вот представьте, что будет другой бизнес, где будет продаваться гумус, который всего лишь отход. Он вообще-то бесплатный. Так вот, гумус сегодня стоит дороже нефти. Поэтому это легче монетизируется, чем нефть. Можно больше зарабатывать. Так почему этот бизнес хуже, чем нефтяной? И говорят, ой, вы транспорт предлагаете, он же столько экономит нефти, там, газа и так далее, это ж плохо, там, они же не согласятся, они же на нефти деньги зарабатывают. Я же не говорю, что меньше добывайте нефти, да добывайте столько же. Но лучше вы делаете, не сжигайте, а делайте там полимеры, делайте там нитки, одежду или что-то еще там, шины, или что-то еще, да, то что-то полезно, а не сжигайте, не превращайте это в СО2 и выхлоп, да. Так добывайте, но продавайте еще больше, чем вы продаете, только в виде не топлива, сырья, а путем каких-то переделов продукцию. И монетизируйте еще больше, чем вы сейчас. То есть я не противоречу их принципам. И предлагаем зарабатывать еще больше, но по-другому. Не утилизировать человечество из себя, и себя в том числе, а развиваясь вместе, в содружестве, с природой в том числе. Да? И постепенно, не теряя вдоху, а наоборот, не надо загонять локдауны, там, цифровые тюрьмы, ну, или концлагеря. Ведь можно же по-другому. Ну, смотрите, тут мне кажется, что вы все еще полагаете, что они до сих пор мыслят по-капиталистически, как мыслили капиталисты в XIX веке. Стремление заработать ими движет. Но я думаю, что ими движет уже не стремление заработать, и уже они не являются на самом деле капиталистами, а они хотят лишить нас всех свободы. То есть, когда вы предлагаете им даже выгоду, вы говорите, что вот смотрите, вы можете заработать еще больше. Тем не менее, вы предполагаете, что у людей сохранится свобода, свобода выбора, свобода воли. И тем самым люди для них будут представлять опасность, потому что они воспользуются этими свободами, что-нибудь придумают, и их уберут все-таки, да? И вот они считают себя не капиталистами, а богами. И нас они считают как бы существами, от которых нужно либо избавиться, либо превратить в полностью зависимых. Нет, так и вот социумы, которые будут появляться в линейных городах, они тоже не представляют угрозу. Они не представляют ни угрозу. Люди живут и живут, себя обеспечивают, а кому угрожают? И это сейчас человек лишился работы, пойдет на баррикады, пойдет что-то требовать. А там, что требовать, это всем обеспечивать, всем базовым. Смотрите, я к тому, что вы все-таки, мне кажется... Я не к ним обращаюсь, дайте деньги. Вот. Нет, я не прошу ни у кого денег.
Я говорю людям, вот таким, как ты, Вот. а давай жить в таком городе, давай Вот. дом построим. Вот это вот. Ты что, против? Да, вот это абсолютно правильно. Зачем ты деньги в кубышке держишь? Да. Так давай и живи на природе, и кормись там, и живи счастливо, и плодись. Пусть дети у тебя будут, семья, пусть у тебя будущее будут твоих детей, да? И это делается постепенно, это не сразу. Без всяких баррикад. Зачем? Зачем с властью бороться и противоречить чему-то? Не надо думать, что вся власть, она продажная или там это. Есть там и государственники. Так надо с ними, в первую очередь, общаться. А не с теми чиновниками, которые сегодня избрали, а завтра переизбрали, и вообще кто он такой, да? Получил там взятку, еще что-то заработал и пошел там на, я не знаю, на Мальдивах там, или где он там, жить, да, имея свою яхту там, и самолет с противоракетной обороны, и там, прикупив еще какую-нибудь футбольную команду. Не с ними надо общаться, и не у них спрашивать разрешение. Кто они такие? Кто они такие? Я согласен, что как раз вот эти проекты, которые вы предлагаете, все-таки они не для Грефа, там, не для Шваба, не для вот этих, нет. А Греф? Для простых людей, которые только Шваб. Да. Что, у него разрешение надо спрашивать, что ли? Ну, слава богу, пока нет, но они ведут к тому, нет, что так, да. Нет, ну, ведут, да, это не значит, что не приведут. Ведь баран-то может, в конце концов, глаза открыть и посмотреть, куда его ведут, на бойню. И, наверное, можно не согласиться с этим. Не обязательно там бороться с главным бараном там, или что-то устраивать забастовки, да просто не идти туда. Сказать, да, вообще-то у нас другая есть тропинка, мы туда пошли. И что с ними сделаешь, с этими? Что? Ну, как раз люди, которые мыслят, как вы, они должны быть заинтересованы таким образом в просвещении, вот, в том, чтобы люди знали как можно больше, причем правды, то есть не какой-то лапши, в как можно меньшем количестве манипуляций всех этих. Вот. И я Надо думаю... быть честным с ними. Я не говорю, что я там все понимаю, что там гений. Не, я не считаю себя сильно там умным, там, гениальным. Нет. Но я некоторые вещи их понимаю лучше, чем другие. Я инженер, да? Причем у меня хорошо развито логическое мышление. И, ну, по-моему, это видно. Вот то, что вы видите здесь, ну, оно же не само появилось. При противодействии со мной еще КГБ СССР боролась. Там, если так смешно, мне даже хотели сделать немецким шпионом в советское время. Был свидетель некий, Таран. Он подал в суд московский, я жил в Гомеле, что он видел, что Юницкий продал секреты немцам. Он видел... Свои секреты? Нет, или государственные. Государственные. Да. Я потом... был иск в суд. Через суд я узнал, какие секреты выдал немцам. Оказывается, он был свидетелем на Олимпиаде в Москве в 1980 году. Я передал секрет перочинного ножика с 2 шарнирами какому-то немцу. Смешно. Был суд. Ну, конечно, смешно. Да. Потом был суд, когда отец Тарана, оказывается, умер несколько лет назад. И потом Таран обратился с иском в суд, что отец того света ему рассказал, ну, там, не знаю, телепатически или как-то, что на самом деле он не сам умер, а его убил Юницкий. Ну, вот, да, было такое разбирательство. Ну, смешно, конечно, но не мне как. А потом самый такой уже как-то смешной. Жутковатый такой смех. Да, ну, за этим стояло КГБ, потому что я как-то не вписывался в ту систему, потому что был как диссидент от науки, от инженерии, вот это. Я ни политикой не занимался, нет, а только, да, ну, задолбал этими заявками на изобретение, то одно, то другое, те уже не знали, как от меня избавиться. Да. Потом это колесо вокруг Земли придумал. Об этом стоит отдельно поговорить. Это отдельно, да. Как о многом другом, чего мы не затронули. Да, да, да. Еще очень много реально вот интересных вещей, о которых стоило бы поговорить как раз, да. Да, так там самое интересное, я все-таки расскажу этот эпизод, когда был иск в суд, который реально было несколько заседаний суда, где тоже Таран, опять же, подал в суд на меня, на редакцию журнала «Техника молодежи», и изобретательный зондатор, и главный редактор имели проблемы из-за этого. Да? Иск такой был. Таран удивился, что гонорар за статьи, которые он написал под псевдонимом Юницкий Анатолий Эдуардович, были выплачены какому-то случайному Юницкому Анатолию Эдуардовичу из города Гомеля. Хотя статьи были написаны им.
И было несколько заседаний суда, где выяснялись, а вообще ЮНЕСКО это кто такой? Вот он лжесоавтор какой-то, вот это действительно все Таран придумал. Ну, то есть Понимаете, из того, что вы рассказываете, понятно, что абсурд, в котором мы живем, начался не вчера, да? Нет, ну для меня да. Для меня да. Но, Вы понимаете, нет, так, ну, да. КГБ известно, так другие спецслужбы как работают. Там они как, если человек не угоден, ну, можно замочить. Ну, как-то не всегда это как-то уместно, и как-то мелочью там типа инженера заниматься такой глупостью, ну, как-то не то, да. А есть другие варианты, например, сделать его сумасшедшим. В тюрьму сажать надо какие-то основания, а вот сумасшедшим сделать очень легко. Ну, Потому... маргинализировать, это называется. Нет, все-таки. Нет, вот. И поэтому не подстали Тарана. Это просто оттуда товарищ, у него справка, что он шизофреник. А советское самое гуманное законодательство в мире. Вот шизофреник может на тебя подать в суд, а ты на него нет, он же шизофреник. Поэтому я не могу на него подать. Он говорит, извините, у меня справочка. А он может. А суд гуманный, он должен принимать заявление. Даже если там бред написан. И поэтому там вот это было не совсем смешно. Потому что я думал, это неспроста, там, потому что даже мне, когда я приехал завтра на заседание суда, и вдруг у меня украли паспорт и деньги все. В гостинице «Россия», я там остановился. Да. Ну, другие там вещи были. То есть, ну, поэтому вот тогда еще как-то понимание произошло у меня, вот, что система будет со мной бороться. Потому что я не просто баран, а какой-то немножко другой баран. Как-то голова вот повыше, или там шерстин как-то погуще, что за мной уже начинает как-то по-другому ко мне относиться. Поэтому, естественно, я с пониманием стал дальше работать. Как видите, вот дошел до этой стадии. И бандиты меня хотели замочить, и 7 раз у меня отнимали все до нуля, в 7 раз. Ну, как видите, каждый раз и как еще. Ну ничего, да, вы, по да. крайней мере, приобрели иммунитет. Да, таким свой образом. естественный, природный, да, да, без привычек всяких разных. Да. Это очень как раз А сейчас... я благодарен, кстати, и Тарану, спасибо ему, и КГБ. Это школа, за нее надо платить. А самоценна у нас жизнь. Я жизнь не заплатил, жизнью, да, и не продал совесть. А деньги отняли там, ну, немножко там меня... Кстати, когда у меня действительно, я развелся с женой, там возникли проблемы с друзьями, потому что говорят, ну, слушай, ты, наверное, точно ненормальный. Ну, что с тобой в тюрьме судятся? На что-то не то. И я уже, ну, не то, что до отчаяния, думаю, ну, действительно, я сумасшедший. Ну, что думаю, ну, пойду к специалистам. Пришел в психбольницу в Гомельскую, говорю, слушайте, обследуйте меня. Я вообще псих или... Да, я сдаюсь. Не, я не сдаюсь. Нет, ты не так сказал. Я говорю, я шучу. Нет, ну, потому что я уже сам стал сомневаться. Так как-то. Раз окружающие в мире там нет, все такие, считают. все время, ну, приходишь домой, а там иск в суд. Причем я живу в Гомеле, суд в Москве. И там в случае неявки будет привод с милицией, там, ну и так далее. Мы тебе, поэтому надо ехать, хотя как бы там ни было абсурдно. Хотя зачем, да. Нет, ну тем не менее, это надо делать. И они обследовали, и говорят, да вообще-то нормальный. Я говорю, напишите справку. У меня справка есть, что я не шизофреник. А потом говорю, а скажите, вот какие признаки-то вот, шизофрении-то такие основные? Ну, говорит, обычно шизофреник, он на чем-то зациклен, какие-то у него есть ценности свои внутренние, да, и он, чтобы донести другим, вот, допустим, я понял, это в висках Тарана было, он, например, хочет что-то подчеркнуть, пишет большими буквами слово, или ставит 3 восклицательных знака, или ставит там 5 многоточий, или подчеркивает. Это, говорит, признаки шизофрении. Я понял, что вообще-то надо из своих писем все это исключить, потому что я иногда думаю, ну, вот, надо выделить слово, чтобы донести. Да человек сам разберется, что важно, что не важно. Это же мое видение или его видение, да, что важно. Зачем? Текст должен быть ровным, одинаковым. А люди сами разберутся, что важно, что не важно. И это тоже меня чему-то научило. Не надо напрягать, не надо заставлять, там, чтобы тебя понимали, там, носили на руках. И наоборот, я выработал такой иммунитет, что когда нет борьбы, я как-то чувствую себя некомфортно. Но вот вы как раз оказались готовы, в отличие от многих других, к тому абсурду, который сейчас происходит, встретили его во всеоружии, и более того, вы предлагаете... Меня так стимулирует, да, кстати. Твои выступления, тоже много роликов смотрел, поэтому пригласил вот сюда.
Это добавили вот Ну, понимание. в чем-то я вот, когда вы это рассказываете, то я чувствую тоже сходство какое-то, да, то есть совпадения какие-то. Вот. И, ну, будем дальше, что называется, сражаться. Вот. Да нет, никакой тут борьбы. Нет, я не борец. Это все-таки Нет, борьбы нет. своего рода все-таки. Это просвещение, скорее, это работа. Понимаете, я Потому, вот делаю... потому что надо преодолевать все равно для того, чтобы это делать, преодолевать определенные препятствия, какие-то барьеры, выходить. Я хочу стать олимпийским чемпионом. Так я что, борюсь со штангой? Я Нет, конечно. тренируюсь с ней. Нет, борьба идет с самим собой прежде всего. Ну вот с собой, да. Но это тоже не борьба, это скорее мотивация, это какая-то внутренняя. Ну, все, Ведь да, вот, меня никто не заставляет это делать. Наоборот, говорит, ты что, идиот, что, зачем ты это у тебя все есть, да, и так. Да, так зачем ты это? Ну, если я какие-то вещи понял, и я понимаю, что куда цивилизация идет, а я же часть цивилизации. А зачем мне дети это я родил? Ради Чтобы они туда, что ли, пошли, как стадо баранов, а чтобы их детей вообще не было будущего. Как я тогда безответственный человек? Вот если бы меня, они в свою сферу бы перед этим, у меня детей не было. Я подумал, а вот я женщина, а вот я оно. Так зачем это будущее? Да колите, что хотите, ставьте чипы. Какие проблемы? Зачем мне собственно, зачем мне дом? Потому что я могу на лавочке поспать, могу на вокзале, я могу там и в отеле, могу в одной стране, могу в другой. Зачем мне все там, да? Да, скажите мне завтра, что я женщина, ради бога. Так да. я сам это приму, скажу, да. потому что мне захотелось посмотреть, что там в женском туалете Да. происходит. Так я говорю, ну, я женщина, поэтому извините, ну, поэтому к вам зашел. Итак, мы сегодня встречались с Анатолием Эдуардовичем Юницким, изобретателем, инженером, прежде всего, предпринимателем. И я надеюсь, что мы продолжим с ним беседы. Но вот, мне кажется, то, что вы услышали, было полезно и интересно. Вот. И пишите комментарии, оценивайте то, что вы услышали, пишите, что называется, письма, и приобретайте книги. Вот и мои книги, и книги Юницкого, вот, для того, чтобы узнать больше. Спасибо за внимание и до свидания.